Привет! Сегодня у меня рыжая красотка и сделаем для нее вот такой небрежный, текстурный, высокий пучок. Большинство высоких пучков делаются одинаково по схеме, но я покажу вам совершенно другой способ оформления височно-боковой зоны, поэтому смотрите внимательно. Для начала необходимо накрутить все волосы на утюжок в разные стороны. Не забываем для этого применять термозащиту. Заботимся о волосах наших клиентов и моделей. Накрутка у меня на задней части головы в разные стороны на утюжок, а уже у лица строго назад от лица. Я беру прядь, наношу термозащиту, затем прочесываю ее и буду накручивать вовнутрь с объемом от лица. Протягиваю утюжок, помогаю перекинуть хвостик вовнутрь, чтобы он не запутался, перехватываю и снова продолжаю натягивать вплоть до кончика моей пряди. Для разбора этих небрежных локонов я беру бриллиантовый блеск, распыляю, а затем наношу воск, для того, чтобы склеить все маленькие торчащие волосы, или пушковые волосы, как мы их еще называем. Беру расческу с широким зубом и бесщадно вычесываю все локоны. Как вариант, на этом моменте можно остановиться и отправиться гулять с локонами. Но я все-таки хочу поделиться с вами этими секретами оформления височно-боковой зоны высокого пучка. Они выглядят очень интересно и затейливо. Затем перехожу на височно-боковую часть. Вот тут-то я вам и хочу показать, как можно разложить прядки по-новому. Эта прядка волос поможет мне на финише оформить лицевую зону. То есть я ее завью и разложу красиво. Также здесь я распыляю воск, чтобы прядь была чистая, гладкая. Делаю легкий оборот, фиксирую пока рукой, беру шпильку и придерживаю шпилькой. Здесь снова попытались мне помешать снимать видео для вас. Всем хочется немного славы. Вытягиваю текстуру, несколько текстурных прядей. И затем фиксирую остаток пряди, чтобы она у меня не сползала. Корректирую. Это у меня сначала черновичок, без всякого лака. Когда я уже наметила, я распыляю лак и придаю им форму, которая мне понравится. Я вытягиваю текстуру, затем, если она, допустим, у меня не стоит, я могу подпереть ее шпилькой, зафиксировать лаком. И когда я уберу шпильку, она останется в том же самом месте. Будет хорошо, сильно зафиксирована. Я сделала легкий оборот вовнутрь. Легкий полуоборот. И достаю несколько текстурных прядей. Также приподнимаю, фиксирую. Но интереснее будет со второй прядкой. Итак, следующая прядь у меня, вторая по счету, если считать сбоку. Я отделяю ее мелким зигзагом, затем обязательно прочесываю с воском, чтобы мне было легко вытягивать прядки. Прочесала, и внимание, я ее закручиваю наружу. Вот здесь видно, наружу закрутила, намечаю текстуру.
Если что-то не нравится, я безжалостно вычесываю и повторяю еще раз. Ничего страшного в этом нет. Лучше сделать пару раз, но зато у вас будет чисто, чем сделать один раз грязный и потом пыхтеть, стараться ее вычесать, как-то придать гладкости. Лучше вычесать и сделать еще раз. Итак, третья прядь у меня идет. Также маленький зигзаг. Расчесала ее обязательно с воском. Если нет воска, ничего страшного, вы, конечно, можете отработать технику, но будет пушисто. Закрутила ее снова от лица, то есть наружу, и также намечаю текстуру. Вот в этом заключается разнообразие в оформлении зоны височно-боковой, потому что я знаю многих стилистов, да, которые делают одинаково высокие пучки. То есть, допустим, попросили сделать высокий пучок, и они вот стандартно делают вот эти вот прядки, качельки, текстуру одинаково. А здесь все-таки какое-то новое веяние. То есть можно миксовать, и это смотрится более интересно. Думаю, что вы со мной согласитесь. Напишите в комментарии, как вы считаете, интересно ли получается, или все-таки стандартный метод более привлекательный, без перекрутов. Все эти пряди я фиксировала шпильками. И только потом, когда уже я довольна результатом, когда я уверена, что я не вычешу это все останется так же, я могу зафиксировать эти пряди с помощью невидимок. Вот здесь я фиксирую их, прям одну под другой. С левой стороны абсолютно так же, поэтому не вижу смысла вам показывать с той стороны. Делаем такими же шагами. Итак, у меня остался хвост посередине со всеми этими волосами. Их очень много, так как волосы густые. Если вы хотите сократить время, например, вы торопитесь, вы можете просто начесать какую-то прядь волос и скрутить тугим жгутом вокруг основания, то есть спрятать, так сказать. Но я решила оставить всю густоту волос, поэтому я скручиваю жгут, ставлю спицу временно и буду растягивать текстуру, чтобы у меня получился в результате такой довольно объемный пучок. Как я зафиксировала жгут, я начинаю тянуть текстуру, придавать ему форму, подставляю шпильки, либо спицы для создания красивой формы. Тут же я фиксирую, чтобы она у меня оставалась в таком неизменном положении. Обязательно фиксирую этот жгут, чтобы я могла спокойно убрать спицы и поставить их в другое место. Первую половину жгута я оформила, теперь приступаю ко второй половине. Также наношу воск, чищу, чтобы у меня не было никаких пушковых волосков. Прочищаю расческой, делаю еще наоборот. Здесь главное не торопиться. Вы приложите этот жгут и посмотрите, как он смотрится в этом месте. Если что, поверните его в другую сторону, у вас будет совершенно другой рисунок. Возможно, вам так понравится больше.
За счет наслойки жгутов у меня будет получаться большой объем в результате. Кстати, если волосы не очень густые, можно сделать их только 2 жгута или 3 и оформить таким образом. Прядь за прядью я оформляю, беру следующую, добавляю пудру, расчесываю. Пудра мне нужна для жесткости, чтобы прядка хорошо держалась, была плотной, жесткой. И также я тяну текстуру и буду ее фиксировать. Мне очень нравится оставлять уже несколько прядок, чтобы потом уже на финише завить их и распустить, получить такой небрежный, естественный эффект выпавших прядок. То же самое в зоне возле роста волос, возле лба. Я беру тоненькие прядки и протягиваю их сквозь текстуру. Посмотрите, какой эффект у меня получается. Очень легкий. Такой, знаете, девчачий эффект. Подвиваю челку, немного ее растягиваю, чтобы она была более ажурная. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, оставляйте свои вопросы, что было непонятно, или, может быть, у вас есть другие вопросы. Все пишите, я все читаю, обязательно отвечу вам. И мы с вами увидимся уже в следующем видео.